тот день в Сеуле все еще витал легкий запах осени. Небо было золотисто-оранжевым, словно приветствуя возвращение кого-то долгожданного. В углу минималистичной квартиры, наполненной сладким ароматом ванильных свечей, Чон Чингук бегал из комнаты в комнату. В руках он держал ленту, белую розу и небольшую коробочку, обтянутую черным бархатом. Сегодня был необычный день. Сегодня Ким Тэ-хён только что вернулся из Парижа. Его долгая поездка на мировое модное мероприятие Срлен стала центром внимания всего мира. Видео, фотографии и репортажи в СМИ не переставали говорить о том, как потрясающе выглядел Тэ-хён. Но для Чингука важны были не роскошь, камеры или прожекторы, а сам факт того, что Тэ-хён наконец-то дома. Он хотел встретить его по-другому. Чингук посмотрел на гостиную, которую он теперь превратил в маленький сюрприз. В центре стола он поставил их двоих, старое фото со времен, когда они еще беззаботно смеялись в общежитии BTS. Вокруг него Чингук расставил маленькие свечи в форме звездочек. Он зажигал их одну за другой, пока комната не наполнилась мягким, приглушенным светом. «Хён точно улыбнется, увидев это», — тихо пробормотал он, и легкая улыбка появилась на его лице. Затем он пошел на кухню, чтобы осмотреть шоколадный торт, который сам испек все утро. Он был простым, не таким изысканным, как покупные, но полным смысла. На нем белой глазурью было написано «Добро пожаловать домой, Тэ-хёне». На обеденном столе был еще один особенный предмет – фотоальбом. Чингук провел ночь, заполняя его старыми фотографиями, воспоминаниями о том, как они расстались ради военной службы. Там были фотографии, где они репетировали до поздней ночи, смеялись в гримерке и даже их последнее выступление перед перерывом. Каждая фотография сопровождалась нежной, честной подписью Чингука. «Это когда ты был сонный, но все равно пел для армии. Ты всегда говоришь, что я ворчун, но я просто не хочу, чтобы наши дни заканчивались слишком быстро. Хён, мир может быть занят, но я все еще жду тебя домой». Он медленно закрыл альбом и глубоко вздохнул. Тэ-хён скоро будет здесь. Тем временем у дома только что подъехала черная машина с Тэ-хёном. Мужчина вышел в длинном кремовом пальто, его волосы слегка растрепаны после долгой поездки из аэропорта. Хотя его лицо выглядело уставшим, скрыть улыбку было невозможно. Он медленно открыл дверь квартиры, и его глаза тут же расширились. Комната наполнилась светом свечей, ароматом шоколада и нежными звуками песни, которую они когда-то пели вместе. «Чингуки!» Он тихо позвал. Из кухни появился Чингук с нервным выражением лица и милой улыбкой, которую невозможно было скрыть. «С возвращением, Хён!» Тэ-хён застыл, разглядывая все эти мелкие детали, явно созданные с любовью и тоской. Его взгляд переместился со свечи на фотографию, затем на Чингука, который теперь стоял слегка дрожащими руками перед своим домашним тортом. «Не могу поверить, что ты все это приготовил», – тихо сказал Тэ-хён, его голос почти утонул в эмоциях. Чингук тихо рассмеялся, почесывая горящий затылок. «Ну, просто хочу, чтобы ты знал, хотя весь мир занят наблюдением за тобой в Париже, я все еще здесь, жду твоего возвращения домой». Повисло короткое молчание. Затем Тэ-хён подошел ближе, пристально глядя на Чингука. «Спасибо. Знаешь, о чем я подумал в самолете?» «О чем?» «О том, что скучаю по тебе». Чингук не успел ответить, как Тэ-хён внезапно крепко обнял его. Объятие было теплым, долгим и полным смысла. Время словно остановилось на мгновение, чтобы освободить место для двух сердец, жаждущих друг друга. Ночь медленно наступала. Они сидели рядом на диване, делили кусок торта и листали альбом воспоминаний. Иногда они смеялись, иногда молчали, глядя на старую фотографию со слезами на глазах. «Раньше мы выглядели здесь такими молодыми», — сказал Тэ-хён, указывая на фотографию, где Чингук щипал его за щеку. «Даже сейчас», — быстро ответил Чингук. Тэ-хён усмехнулся, затем долго смотрел на Чингука, прежде чем сказать: «Ты мне нравишься таким, не таким, как на сцене, не таким, как в свете софитов, а таким,
который готовит маленькие сюрпризы, который всегда знает, как заставить меня почувствовать себя как дома». Чингук опустил голову, сдерживая смущенную улыбку, а затем тихо прошептал: «Тогда позволь мне и дальше быть твоей причиной возвращаться домой, хорошо?» Тэхён не ответил. Он просто нежно посмотрел на него, а затем коснулся щеки Чингука своими теплыми пальцами, достаточно, чтобы ответить без слов. За окном Сеул уже окутывала ночь. Свечи на столе начинали гаснуть, но в маленькой комнате свет единения становился ярче. Тэхён посмотрел на ночное небо сквозь стекло, а затем прошептал: «Париж прекрасен, но нет ничего прекраснее возвращения домой, где тебя ждут». А рядом с ним Чингук улыбнулся. В ту ночь его маленький сюрприз сработал не потому, что был экстравагантным или идеальным, а потому, что за каждой деталью скрывалось искреннее чувство, которое никогда не угасало. В Сеуле был поздний вечер. Глубокое, темно-синее небо казалось безмятежным, а городские огни мягко мерцали, словно крошечные звездочки, спускающиеся к земле. В теперь уже тихой квартире лишь тиканье часов и дыхание двух людей, прижавшихся друг к другу. Тэхён и Чингук сидели рядом на диване, измученные, но в то же время наполненные спокойствием, которое приходит только после того, как тоска полностью утолена. Аромат шоколада от съеденного ими торта все еще витал в воздухе, смешиваясь с ароматом наполовину сгоревшей ванильной свечи. Больше слов не было. После всех сюрпризов, улыбок и смеха теперь говорила только тишина, мирная, нежная и многозначительная тишина. Тэхён смотрел на ночное небо через большое стеклянное окно. Он глубоко вздохнул, а затем тихо сказал: «Париж прекрасен, но почему-то, кажется, ничто не сравнится с теплом этого места». Чингук повернул голову, пристально глядя на него мягким взглядом. «Это место теплое, потому что ты здесь, Хён». Тэхён слегка улыбнулся, наклонив голову. «Дело не только во мне, Чингук. Это место теплое, потому что мы оба здесь». Слова лились тихим, но трогательным шепотом, словно старая песня, мелодию которой знали только они вдвоем. В ту ночь время словно замедлилось. Они делились короткими историями о прошедших днях, о репетициях, сцене, путешествиях, даже о таких простых вещах, как еда, по которой они скучали. В каждом предложении всегда звучал легкий смешок и взгляд, подразумевавший нечто большее, чем просто дружба. Время от времени Тэхён подолгу смотрел на Чингука, словно проверяя, реален ли перед ним человек. Что после всего расстояния и времени Чингук остался прежним, искренним, теплым и всегда умел сделать так, чтобы все было как дома. Чингук положил голову на плечо Тэхёна, и мир вдруг стал спокойнее. Ни света софитов, ни толпы, только они вдвоем под одной крышей, в то время, которое наконец-то снова сблизило их. «Спасибо, что ждал меня», — тихо сказал Тэхён. Чингук ответил не сразу. Он просто взял Тэхёна за руку, а затем сказал тихий голос: «Я всегда буду ждать тебя, Хён».